Здравствуйте, мои хорошие, здравствуйте, мои любимые. Тема расклада «Мое будущее – это зимой». Давайте рассмотрим январь, декабрь, февраль. Что-то я начала не с того, ну ладно, я думаю, что вы меня поняли. Ретроградный Меркурий на меня действует, так что не обращайте внимания. Итак, для начала посмотрим вашу характеристику, кому подойдет именно этот расклад. Вообще, если честно, я считаю, что если вы попали на некий расклад, значит, вас здесь ждет подсказка. Поэтому можете посмотреть для любопытства. Итак, смотрим, кому же подойдет сегодняшний расклад. Ну, сегодняшний расклад у нас подойдет женщине, которая принимает некое решение по поводу каких-то перемен, по поводу того, чтобы вступить, не вступить, согласиться, не согласиться, войти, не войти во что-то новое. Может быть, вам что-то предложили, какая-то возможность, какой-то шанс вам выпал. Но для вас это рискованное дело. Почему? Потому что дурак всегда говорит о том, что вам придется прыгнуть в неизвестность. Вы не знаете, что получится из этого, будет ли прорыв, будет ли результат, будет ли стабильность. Но вы хотели бы попробовать. Почему? Да потому что по рыцарю кубков вас это привлекает, вас это вдохновляет, вас это подталкивает к действиям. То есть вам это нравится. Это может касаться работы, это может касаться карьеры, может быть какая-то должность важная, на которую вы бы хотели согласиться, но там есть определенная ответственность, которую вы побаиваетесь. Если это отношения, это новые отношения, или человек предлагает вам перевести отношения на новый уровень, но для вас это немножко рискованно. Почему? Потому что здесь вас ждут перемены. Например, переехать, съехаться, совместно проживать, пожениться, да, и так далее, поменять место жительства. Но вот здесь очень важная ситуация, поэтому вы к этому и относитесь очень осторожно. Очень осторожно. Ну-ка, давайте посмотрим еще, что же все-таки вас так тревожит. Ну да, здесь то ли расстояние. Ой, у меня тут карта зачесалась из другого расклада. Не, вы посмотрите. Я же держала две колоды, вторую подготовила, держала ее сверху, она прилипла. Ладно, все. Ну, я буду иметь ее в виду, если она выйдет сейчас. Редко такое бывает. Ну здесь у вас или заработок, или любовь, однозначно, однозначно. И между вами, если здесь любовь, то здесь может быть расстояние или возвращение бывшего. Почему? Потому что все-таки карта не зря выпала, а это карта мир. Это примирение, наладить отношения, дать еще один шанс и так далее. Начать отношения по-новому, какое-то предложение и так далее. Или же, если это все-таки касаемо работы, это масштабирование, расширение, увеличение, но туда требуются дополнительные финансовые затраты. И вы сейчас обдумываете этот процесс? Уж явно обдумываете. Хорошо, ладно, все, давайте переходить на зиму. Еще здесь есть сомнения по поводу мужчины. Кем он вам приходится? Или стабильным мужчиной, или любовником. Почему? Потому что на любовника вы не согласны. Вы хотите уже некую стабильность. Вам не нужны легкие отношения, вы хотите уже конкретики, четкости и длительности. Вы устали перебирать, вы устали, может быть, да, все взвешивать за и против и так далее. Ну что, эта колода прям ей не терпится с нами поговорить, аж прям карты выпрыгивают. Давайте тогда смотреть. Давайте смотреть ваше будущее этой зимой. Для начала, конечно же, мы посмотрим общее настроение или важное событие этой зимы. Прям важное, что будет. Так, декабрь, 3 карты. Январь, 3 карты. Февраль, 3 карты. Кстати, на моем втором канале по вариантам уже вышел этот расклад. Можете найти его в плейлистах. Если вдруг в этом раскладе вы не нашли подсказки для себя. Ну что, мы можем приступать. Давайте смотрим.
Вы знаете, некое новое направление все-таки вас будет пугать этой зимой. С одной стороны, вы вроде бы как бы вступите в эту ситуацию и все-таки воспользуетесь шансом. Почему? Потому что я вижу, туз жезлов говорит о том, что действия будут, что вы все-таки приложите какие-то усилия, но все равно вас эта ситуация будет напрягать, вас будет пугать. Есть какие-то ограничения, есть какие-то страхи, есть какие-то, может быть, непонятные, нерешенные вопросы. Может быть, вы хотите что-то прояснить, а партнер вам не дает четкого ответа. Вы хотите чего-то добиться, а у вас это не получается. Ну-ка, давайте посмотрим, чего это будет касаться. Ну да, как будто бы вы не можете. Ну, понятно, да. Вам хотелось бы побыстрее, чтобы было все здесь и сейчас, а вам приходится плыть по течению, подстраиваться под обстоятельства и как-то себя сдерживать. Если это новые отношения, у вас не получится, например, да, развивать их быстро. Почему? Потому что есть какие-то обстоятельства. Может, расстояние, может быть, мнение родственников, влияние родственников, также работа, может, человек разъезжает в командировки и так далее. Если же все-таки это касается бизнеса, то, что вы хотите получить, на самом деле будет все время как-то откладываться. Да, в тупик заходить. Вот какая-то ситуация, на которую вы так сильно рассчитывали, будет находиться в состоянии бездействия. И вам придется то ли искать дополнительную информацию, то ли выход из этого тупика. Вы найдете однозначно. Если это касаемо прояснения ситуации или же возможности принять решение, и вы сомневаетесь, надо или не надо, вы будете все время откладывать на потом. То есть здесь еще от вас может много зависеть. Когда вроде бы вам что-то предлагают, но вы не знаете, нужно вам это или не нужно. И вроде как делаете первый шаг, и вроде бы как бы соглашаетесь, но на своих условиях. То есть я не вижу здесь, что вы расслабляетесь. Вы постоянно контролируете этот процесс. Почему? Да потому что для вас очень важно, чтобы здесь был туз пентаклей, чтобы вы из этого что-то получили, а не просто потратили свои силы. Давайте смотреть по месяцам. Мы еще посмотрим по сферам. Итак, декабрь, что вас ждет? Итак, в декабре месяце восьмерка кубков, девятка кубков и десятка. Ну, во-первых, в сфере отношений личной жизни вы найдете выход из тупика, разрешить какую-то неприятную для себя ситуацию. То есть то, что вас тяготило, то, что вас волновало или вызывало у вас какие-то сомнения, это все-таки разрешится. Вот здесь то, что касается вашей эмоциональной сферы, например, чувств, эмоций, да. Если вы боялись там влюбиться, кстати, между прочим, здесь вы можете просто контролировать свои чувства. Контроль над чувствами, наблюдаю за мужчиной, смотрю, что он для меня делает и так далее. Да? Если это касается работы, карьеры, здесь вы сможете перебороть свои страхи. Ну, например, да, взять под контроль эмоции и все-таки попробовать рискнуть, и все-таки попробовать воспользоваться и так далее. Решиться на новое направление, решиться на масштабирование, на какие-то перемены, на должность, на то, чтобы пойти к начальству, к примеру, да, и попросить о повышении. Или попытать счастье найти работу в какой-то крупной организации, в которой ранее вы вообще боялись сунуться. Почему? Потому что боялись, что, в принципе, у вас не хватит там опыта, знаний и так далее. Но давайте чуть-чуть проясним. Давайте немножко проясним. Январь. Работа. Что будет в работе? Мысли, мысли, мысли в работе, вы будете очень много думать. Думать о том, что бы сделать для того, чтобы прорваться, для того, чтобы добиться, для того, чтобы получить, для того, чтобы масштабировать. У вас это получится. Кстати, между прочим, первая половина декабря будет немножко такой застойной, но зато вторая будет очень активной. То есть, видите, сначала пауза, потом очень быстрое решение проблемы и очень быстрое развитие. То есть здесь как будто бы процесс пойдет. Так, еще, кстати, кого-то ждет деловая поездка. Но здесь успех. То есть конец декабря в работе, у вас тут конкретный успех. Вы в центре внимания, вы признаны, вы знаете, что вам делать и так далее. Деньги.
Деньги будут, поступления будут, но здесь и траты. Карта сила говорит о том, что все-таки вы получите то, на что рассчитывали, и, между прочим, у кого-то даже появится какая-то подработка, ну а также у вас появятся дополнительные траты. Траты, которые вы не планировали, ну, например, там какие-то подарки вам нужно купить, на что-то потратиться, может, вас пригласят на какой-то праздник, и вы захотите все-таки туда пойти, но будете знать, что туда нужно обновить гардероб и так далее. Но эти траты будут приятными. То есть вам понравится на это тратить, и вы с удовольствием примите приглашение, не задумываясь о деньгах. Также здесь могут быть выгодные покупки или же траты на детей. Траты на детей. Так, давайте смотреть любовь, личная жизнь. Ну вот она, карта мира, которая у нас все выпадала. То ли с кем-то помириться, то ли куда-то поехать, да. Преодолеть расстояние. То есть в декабре вы конкретно будете взаимодействовать с неким персонажем, который будет вам предлагать то ли поездку, то ли, вы знаете, ну вот конкретно, да. Давай поставим точку на прошлом, пойдем в будущем. В будущее. Давай забудем старые обиды, давай не будем заострять внимание на обидах, я готов исправиться и так далее. У кого здесь, кто в одиночестве, у кого нет отношений, у вас появится человек, который будет очень активно проявляться в вашей жизни. И, может быть, даже эта активность вас будет немного пугать. Ну, для вас это, слушайте, карта мира, карта колесницы и солнца говорит о том, что уж явно в вашей личной жизни будет новое направление. Так, смотрим дальше. Январь. Каким будет январь для вас? Победоносным. Мгм. Вы знаете, смотрите, честно могу сказать, январь для вас будет, во-первых, успехом, ознаменован успехом. Почему? Потому что то, за что вы боролись, вы, наконец, получите. Здесь решатся какие-то проблемы, связанные с эмоциями, с вашим настроением, может быть, со здоровьем, кстати. А также то, о чем вы переживали, это уйдет вообще на последнее место. Здесь прояснение ситуации, у кого-то шанс влюбиться, открыться, довериться, положиться на партнера, а у кого-то получить желаемое, к которому вы тянулись длительное время. Вот смотрите, королева кубков. Королева кубков также вот на зиму у нас, да, она выходит. То есть вы боитесь раствориться в своих чувствах, например, поверить своему счастью, поверить своему успеху, а потом столкнуться опять с проблемами. Вот они. То есть, скорее всего, мое счастье недолговечно. Почему? Потому что у меня там черная полоса уже 10 лет, и, в принципе, я к этому привыкла. А вот сейчас что-то происходит хорошее, прекрасное, и меня это пугает. Почему? Да потому что на самом деле судьба в последнее время ко мне неблагосклонна. И вы будете ждать подвоха. Вы будете ждать того, что вот-вот сейчас, как будто бы, да, опять все испарится. Опять все как будто бы вернется на круги своя. И опять вам придется преодолевать свои проблемы, с которыми вы боролись в последнее время. Ну, давайте смотреть по сферам тогда. Поправила немного карт телефона, а то, мне кажется, все криво было. Так, работа, карьера, профессиональная деятельность в январе. Вы знаете, все по справедливости. Сколько поработаете, столько заработаете. Как вложитесь, так вас и оценят. Если вы будете ответственными, если вы будете трудолюбивыми, честно могу сказать, начальство вас может поощрить за это. Если вы будете отлынивать от работы, как-то делать все спустя рукава, это заметят. Вот в январе будьте осторожны. Почему? Потому что каждый ваш промах будет замечен. Да, но вообще я вижу, знаете, вот особенно кто работает на себя, за ваш опыт, здесь идет большое признание. Если вы работаете в какой-то организации или вы только-только устроились на работу. Почему? Потому что кто ищет, вот в декабре может получить очень выгодное предложение. Но честно скажу, в январе за вами будут подсматривать, присматривать, и, между прочим, они останутся довольны. Почему? Потому что поймут, что вы ценный сотрудник, вы умеете справляться со своими обязательствами, решать проблемы и так далее.
Кстати, если вы уже давно работаете, здесь вас могут или поощрить, или же вознаградить, или же вы можете конкретно, да, от начальства, ну, если честно, получить похвалу. Так, деньги. Деньги есть. В январе у вас будет много денег, хороший доход, хорошие какие-то, может быть, покупки. Кто-то вложится в недвижимость, кто-то может купить что-то полезное для дома. Слушайте, ну у вас тут вообще в деньгах и в принципе... Ну-ка, подождите. Так, смотрите, будьте осторожны с мошенниками. То есть на ваши деньги могут на самом деле покушаться. Ну, например, кто-то может вам предложить куда-то вложиться, что-то купить, то, что вам не нужно. То есть будьте осторожны. Не торопите события. Вот здесь вот, если вы не будете торопить события, поддаваться соблазну, поддаваться эмоциям, вы сможете сохранить свои финансы. Почему? Потому что здесь я вижу, благодаря уговорам, разговорам, да, вы можете попасться на какой-то прям, вот знаете, соблазн, вот тут прям дьявол выходит. А это говорит о том, что кто-то прям будет попытаться воспользоваться вашими денежками. Итак, еще, кстати, не занимайте в январе. Вообще не занимайте. И еще, прежде чем работать, не работайте в долг. Почему? Потому что потом не отдадут. Вот не отдадут. Так, смотрим. Личная жизнь. Январь месяц. Вы будете стоять на выборе, почему-то будете все взвешивать за и против. Любовь будет, чувства будут, будет человек, с которым вы будете общаться. Но здесь то ли еще один появляется, и вы будете выбирать между двумя партнерами, да? То есть, может быть, у вас тут новые отношения завязались, а тут из прошлого кто-то вернулся. Если все-таки здесь один и тот же партнер, например, в декабре вы согласились, а в январе у вас сомнения, а правильно ли я сделала, да? А надо было, ли оно? Ну, вообще-то, в принципе, к концу января вы уже проясните для себя эту ситуацию и поймете, что человек настроен серьезно, и вы для него настоящая императрица. То есть даже если вы в паре, даже если вы живете под одной крышей, и в начале января у вас появятся какие-то сомнения, подозрения, может быть, какая-то апатия в отношении мужчины, да, то в конце января вы уже для себя проясните, что, например, я там себе что-то надумала, или у меня прекрасные отношения, и в принципе, и мне нужно их беречь и за них держаться. Ну, то есть я вижу, что здесь все-таки отношения восстанавливаются. Еще в ваши отношения может вмешиваться его мама или ваша мама. И из-за этого может подпортиться взаимодействие между вами. Какие-то будут сомнения, какие-то разочарования. Что-то вы сами себе надумаете, будете из-за чего-то беспокоиться. Но это все временно. Так, февраль. Трансформация в вашей жизни будет происходить в лучшую сторону. Вы знаете, в феврале вы поймете, что жизнь меняется и что на самом деле происходят очень приятные моменты, которые раньше вас не радовали. Ну, например, вы за что-то боролись, никак не могли этого получить. Вы к чему-то стремились, но у вас это не получалось, да? То есть вы поймете, что конкретно, да, в вашей жизни настает новый этап. Что-то меняется. Ну-ка. Мгм. Очень много активности, кстати. Хитрость может быть у вас тут. Вы можете узнать про кого-то, про человека, который вас обманывал, что-то можете прояснить. Это из друзей. Что у вас будет? Смотрите, в работе все прекрасно. Вы будете понимать прекрасно, что в вашей жизни начинается новый этап, но вы можете получить неприятную новость, связанную с вашим окружением, и понять, что кто-то вам мстит или же пытается навредить. Кстати, это может быть и в окружении ваших друзей. Давайте посмотрим по сферам.
Кстати, в кругу коллег тоже такое может быть. Это вас будет очень сильно обижать. Итак, работа, карьера, профессиональная деятельность, решение какой-то проблемы, возможность донести информацию, может быть, о чем-то будете просить, может, договаривается, это подписание бумаг, договоров, переговоры, беседы. Мгм. О каких-то переменах. Кстати, у кого-то может начальство смениться или же условия на работе. Условия на работе. Также закон может поменяться. Если вы работаете сами на себя, ну, например, да, вы можете понять, что меняются условия работы, и вам нужно под них будет подстроиться. Так, деньги. Мгм. Смотрите, деньги. Здесь заканчивается какой-то кризисный момент в сфере денег. Ну, то есть здесь конкретно, да, у меня видно, что пятерка мечей, то, из-за чего вы волновались, может быть, вам нужно было за что-то платить, может быть, у вас не хватало какой-то суммы, может быть, всплыли какие-то траты-затраты, и вы переживали, что у вас не хватит денег. Но дело в том, что все хватит, вы найдете необходимую сумму, вы рассчитаетесь, и, в принципе, здесь еще и поток хороший. То есть у вас появится возможность решить то, что вас пугало. Кстати, может быть, совершите какую-то покупку наконец-то. Может быть, все-таки сможете расплатиться по долгам или вам вернут долги. Если делали запрос по поводу кредита, вам его одобрят, но в конце февраля, когда вы уже, так, знаете, конкретно испугаетесь и уже не будете верить, что вообще вам их вернут, а тут раз и вернули. Ой, одобрили. Так, смотрим дальше. Личная жизнь. Буду выкладывать здесь, иначе у нас тут не хватит, не видно будет. Колесо фортуны. Перемены к лучшему, к некой стабильности, к защите отношений. Вы знаете, здесь партнер или партнерша будет очень сильно за вас держаться. Ревность может проиграться, может быть предложение чего-то важного, серьезного, подарок со стороны мужчины. Также здесь может проиграться, что человек четко будет вам означать какие-то границы, да, например, вот это ты можешь делать, это не можешь, и будет требовать от вас выполнения. Например, ему будет не нравиться, что вы там часто выходите с подругами или еще что-то. Ну, тут ревность, тут собственничество. Да, и, между прочим, это может привести вас к конфликту, потому что на самом деле вы будете не готовы идти на условия вашего мужчины. Но проблему вы решите к концу февраля, сможете договориться. И, кстати, девочки, вот кто самостоятельный, да, ну, здесь нужно немножко проявить свою женскую энергетику, смягчить ситуацию. То есть, ну, пусть говорит, пусть, да, но вы делаете свое, не спорьте. Вот здесь прям конкретно не спорить, и тогда все будет хорошо. У кого-то здесь предложение вывести отношения на новый уровень. Выход из застоя, разрешение каких-то проблем, оставить какие-то проблемы вообще позади и так далее. Ну, то есть только к концу февраля вы сможете наладить отношения. Но здесь будет небольшая ссора. Почему? Потому что у мужчины будет слишком много претензий, и все это будет конкретно основано на ревности. То есть мужчина будет ревновать, ну или женщина, кстати. Ну что, какой итог зимы? С чем вы закончите эту зиму? Самодостаточная, уверенная женщина с новыми планами на будущее и с перспективами на реализацию. Вы будете как будто бы засеивать поле для того, чтобы пожинать плоды в будущем. Семерка Пентаклей. Вы сделаете все усилия для того, чтобы в будущем вы были обеспечены, чтобы у вас была какая-то основа, какой-то фундамент, какой-то результат, на который вы можете положиться. То есть вы обретаете некую прочность, но это будет начало. Да, у вас будет явно новое что-то, и вы как новичок пойдете в это новое, но вы поймете, что это удача для вас, особенно в любви. У человека здесь появляется перспектива на создание счастливых отношений. Ну что, удачи вам, всего хорошего. Мы обязательно встретимся в новых эфирах. Пока, пока, до новых встреч.